Никас Сафронов. Я никогда не прикасался к силиконовой груди. Известный российский живописец Никас Сафронов, который недавно в проекте «Дом-2» предложил участнице Саше Черно 600 тысяч рублей только за то, что 120-килограммовая девушка не будет худеть, призывает отказаться и от пластических операций. Как поведал Никас в эксклюзивной беседе у Amani.ru, он – ярый противник силиконовых форм. По мнению художника, мода на искусственные формы скоро должна пройти. Я считаю, что пластическую операцию нужно делать только в самом крайнем случае. Допустим, если человек попал в аварию, получил травму на войне или родился с генетическим дефектом, признался Никас Сафронов. Но переделывать свое тело или лицо только потому, что оно не кажется вам слишком привлекательным или просто немного не вписывается в навязанные нам современные нормы красоты, неправильно. А если женщине нужно подкорректировать грудь после родов, вопросительный знак, это все несет оттенок искусственности. Пусть грудь уже не такая крепкая, зато своя, и я, как мужчина, женщину, которая родила и выкормила своим молоком ребенка, буду больше любить и всегда буду испытывать волнение, прикасаясь к живой груди, а не к холодному, бездушному аналогу, сделанному из силикона. Когда хирурги внедряются во внешность человека и формируют ее так, как хочется заказчику, а не как распорядилась природа, у меня, как у художника, это не вызывает никаких положительных эмоций. Я всегда, да пусть не обижается на меня девушки, тонко чувствую разницу. Обычно после пластики лицо и тело становятся некрасивыми и неестественными. В некоторых случаях подобные операции вовсе опасны. Например, одна моя знакомая после липосакции стала бесплодной. Как же тогда справляться с лишним весом? Голодать? Вопросительный знак. Голодать совсем не обязательно. И вообще пусть будут разные люди. А для меня так лучше, пусть девушка будет чуть полноватой, чем худой и зачастую от этого злой, потому что вынуждена постоянно отказываться от еды. Есть религиозные посты, когда люди ограничивают себя в еде, и это нормально для человеческого организма. Но есть и патология, когда женщины начинают худеть, истязать себя, насильственно приводя себя к анорексии. Некоторые хотят выглядеть, скажем, как Дженнифер Лопес или Мадонна, забывая, что у тех свой мир, свой организм, а, возможно, и свой обмен веществ. И часто в журналах мы не видим их истинных лиц и тех, кто над ними работает, куча тренеров, стилистов, гримеров и профессионалов фотошопа. Если, скажем, вам от природы свойственно иметь более полноватое тело, и слава богу, лишь бы вам самим было комфортно. Но если чувствуете, что слишком поправились, приведите себя в ту форму, которая вам свойственна, с помощью спортзала, бассейна или правильной диеты.
И, конечно, ни в коем случае не нужно изнурительно голодать и, тем более, делать себе пластическую операцию. Вам, кстати, нравятся подкачанные дамы с мускулами? Вопросительный знак. Мне – нет. Девушка должна быть женственной. Именно таким Пушкин, Бальзак посвящали свои бессмертные произведения. Но если она выглядит как качок, то это, скорее, аномалия, и уже становится непонятно, то ли женщина похожа на мужчину, то ли мужчина на женщину. То же самое могу сказать про тату и пирсинг, несмотря на современную моду. Мода приходит, уходит, а наколки и дырки останутся навсегда. И что тогда делать? Опять пластику? Вопросительный знак. Про пластические операции понятно. А что думаете по поводу косметологов и уколов красоты? Как часто их делаете? Вопросительный знак. Я лично никогда. Единственное, что я делаю, так это раз в 10 дней стригу бороду и раз в полгода стригу короче волосы. И все. Никакие новомодные процедуры не делаю, для меня это лишняя трата времени. Считаю, что мужчина должен принимать каждый день душ, чистить зубы, а в общем, должен быть интересным, образованным собеседником и привлекать женщину своими достойными поступками, делами и быть в своем деле профессионалом. Аня, скажем, красной, как у петуха, гривой, вшитыми бицепсами или натянутым у пластического хирурга лицом. Но, конечно, и здесь есть исключения. Однако если что-то и делать, то надо делать это так, чтобы никогда и никто этого не заметил, что бывает крайне редко. Грудь. Никас Сафронов.